Друзья, всем привет, с вами Orox. Тема сегодняшнего видео – Defocus. Что такое Defocus? Это очередной форк фокуса, но этот форк очень интересен тем, что у него есть классный функционал, которого нету в обычном фокусе. И сегодня на Defocus я вам покажу классный прием с генерацией персонажа в определенной одежде по референсу, а также покажу, как на сгенерированном изображении переодеть персонажа в одежду по референсу. И сегодня мы поговорим о том, чем вообще пользователей привлекает именно фокус, соответственно форки фокуса, и поговорим о том, как по написанию простого промпта можно получить качественную генерацию и как это можно реализовать в автоматике и в Conf.ui. Так что сегодня будет очень интересно, смотрите это видео до конца, а мы начинаем. Друзья, если вы как-то случайно наткнулись на это видео и вам все вот это интересно, но вы совершенно не разбираетесь в нейросетях, то для вас у меня есть специальный последовательный курс по автоматике 4 единицы, который проведет вас от основ до уже продвинутых техник генерации. Более подробная информация есть на сайте stablediff.ru, ссылка будет в описании под этим видео. Также, если вам что-то будет непонятно, на сайте есть контакт администратора, так что переходите, знакомьтесь, а мы продолжаем. Друзья, ну и вот так вот выглядит веб-интерфейс Defocus. Он, в общем-то, на вид копия такой же, как и обычный фокус, но у него есть дополнительный функционал. Первое, что мы можем прям сразу заметить, это две дополнительные вкладки Photopea и RamBG. Photopea — это такой упрощенный аналог Photoshop, но здесь достаточно много функционала, и можно много всего делать, именно не выходя прям из Defocus. Photopea также есть в автоматике, и в моих сборках она всегда встроена, потому что это действительно очень удобный веб-интерфейс. Photopea не требовательна к железу, она работает на стороне, поэтому не грузит ваш компьютер, особенно если ваш компьютер слабый, то это очень удобный фоторедактор, который вам обязательно поможет, и он у вас всегда под рукой. Вторая вкладка — это RamBG. Эта вкладка позволяет удалять фон с изображения. Загружаем сюда изображение, нажимаем Remove Background, устанавливается сначала специальная модель, и потом очень быстро удаляется фон, и, соответственно, мы получаем вот такие вот. И, соответственно, мы получаем уже вот такие вот изображения с удаленным фоном. Если у вас как-то неудачно удалился фон, то вы это всегда можете поправить в режиме NPaint. То просто выделяете неудачный контур, который образовался, и просто с пустым промптом перегенерируйте вот этот участок, и все. Но это не все особенности Defocus, и есть еще очень одна классная опция, которая может вас тоже склонить использовать именно Defocus. Если мы нажмем Advanced, то есть расширенные опции, расширенный функционал, и опустимся ниже, то у нас есть очень классная галочка Translate Prompt. И обратите внимание, здесь у меня промпт написан уже на русском языке. Соответственно, я могу не переводить где-то в стороннем переводчике, а прям сразу все писать на том языке, который мне нужен. И вот эти вот три фишки — это основная особенность именно Defocus. И давайте я покажу вам сегодня, как можно это все использовать. Друзья, если вы не знакомы с фокусом, то у меня есть отдельный урок по этому веб-интерфейсу, в котором я полностью разбираю весь функционал этого веб-интерфейса. Поэтому переходите в описание, и там есть ссылочка на этот урок. Но мы давайте включим вот эту вот опцию перевод промпта, и давайте еще посмотрим на стили. В общем-то, набор стилей здесь очень похож, в принципе тот же самый набор стилей, как в самом фокусе. Но вот если мы перейдем на вкладку Models, то здесь есть некоторые другие модели, которых нет в фокусе. И вот базовая модель здесь используется другая, Fluently Excel, она называется версии 3. Вот эта вот модель по умолчанию скачивается с фокусом вместо Juggernaut Excel, который мы привыкли видеть именно в фокусе. В качестве рефайнера мы можем использовать любую модель, как SDXL, так и модель SD 1.5, но тот же самый функционал есть в самом фокусе. Лоры мы можем использовать, опять же, любые, до 5 лор одновременно мы можем смешивать между собой. Тот же самый функционал есть, опять же, в фокусе. В Defocus добавлена еще одна вкладка, вот такая вот аудио она называется. И здесь вы можете поставить галочку «Проиграть звук», когда генерация будет полностью закончена. Если у вас слабое железо и вы генерируете, например, несколько изображений одновременно, то это будет очень актуально. Вы можете поставить эту вот галочку, и у вас прозвенит какой-то звук после того, как все вот эти генерации будут сделаны, и вы просто услышите, что все готово. Еще обычно, когда вы вот так вот перетаскивали изображение на рабочий стол, то у вас изображение сохранялось как имидж, и все изображения, в общем-то, были постоянно имидж, их надо было переименовывать, если вы хотели бы вот так вот новое изображение перекинуть. Я просто так люблю обычно перекидывать прямо на рабочий стол, чтобы потом именно в папку фокус не заходить, там не искать. И вот теперь эти файлы называются, как и в автоматике, то есть по дате какой-то порядковый номер им присваивается, то есть каждый файл имеет уникальное имя. Также из последних нововведений, которые есть в самом фокусе и также и в Defocus тоже это все есть. Если мы перейдем на вкладку Advanced и выберем Develop Debug Mode, то есть параметры разработчика,
перейдем в Debug Tools, опустимся в самый низ. Теперь мы здесь можем поставить галочку «Сохранять метаданные в изображение» и выбрать автоматик 4 единицы. Соответственно, у вас будут в изображении сохраняться метаданные. Это позволит сохранять промпт в изображении. И вы сможете вот это изображение также перекинуть, например, вот так вот автоматик в зону промпта, нажать синюю кнопку, как мы обычно делаем, если мы генерируем в самом автоматике, и нажать Generate и получить похожее изображение на то, что мы получили вот здесь вот. Ну, конечно же, похожее, а не копия такое же. Почему? Потому что в фокусе используются вот такие вот стили. Если вы эти стили включили, то все стили, которые помечены именно в фокус, это не просто стили, это так называемый GPT-2. То есть это динамический стиль, который формируется в процессе генерации и дополняет ваш промпт, который вы здесь написали. Но об этом мы немножко попозже поговорим. Ну а теперь давайте сгенерируем персонажа, одетого вот в эту вот одежду. Одежду я нашел просто в интернете. И благодаря новым возможностям Defocus у нас есть вкладка RMBG. Мы сюда закидываем вот это вот изображение, нажимаем Remove Background. У нас удаляется фон, видите, как это происходит очень быстро. Нам не нужно теперь это изображение даже куда-то перекидывать. Мы открываем Input Images, открываем Image Prompt. Нажимаем Advanced на всякий случай, чтобы настройки вот эти можно было подкорректировать. И вот сюда вот перекидываем вот это изображение. Теперь корректируем настройки Stop Add, когда у нас вот этот вот Ctrl-Net перестанет функционировать. И у нас перестанет функционировать на 85%. Теперь давайте поднимем немножко вес вот этому вот Ctrl-Net, который мы включили. Этот Ctrl-Net, в общем-то, считывает промпт вот с этого изображения. Здесь фон у нас полностью удаленный, осталась только именно одежда, соответственно, куртка и штаны. Теперь мы прописываем подсказку прямо на русском языке. Пишем вот так вот: женщина в куртке, полный рост, летний пейзаж. Нажимаем Generate. Вот эти вот стилевые настройки можно оставить, можно выбрать вообще любой другой стиль, можно вот эти стили подключать фокуса, то есть выбирайте любой стиль, который вам нужен. Нажимаем Generate, переходим на вкладку Generation, чтобы увидеть, что у нас генерировалось. И у нас генерировалось вот такое вот изображение. Обратите внимание на куртку и штаны, они действительно похожи. Это очень здорово работает. Давайте еще одну генерацию сделаем. И вот такая вторая генерация, то есть работает это достаточно стабильно. Но что делать, если мы хотим добавить еще какое-то определенное лицо, чтобы у нас была схожесть с каким-то человеком? Давайте возьмем Хэлли Берри и добавим теперь лицо Хэлли Берри. Ну или по крайней мере что-то похожее на ее лицо. Добавляем ее вот сюда, вот на второй Ctrl-Net, именно на второй. То есть на первом у нас будет одежда, на втором уже лицо. Выбираем здесь Face Swap, и можно немножко поиграться вот этими вот параметрами. Когда генерация будет остановлена, я прям до конца сделаю, чтобы это лицо участвовало в генерации. И вес, в принципе, можно даже тоже немножко поднять. Допустим, 0.8, 0.9, вот так вот оставить. Нажимаем Generate и получаем вот такую вот генерацию. Действительно, лицо похоже, но это, конечно же, не копия Хэлли Берри. Это просто похожая внешность. Если вы обратили внимание, то до этого у нас абсолютно была другая внешность. Теперь внешность, ну, какая-то похожая на Хэлли Берри. Это, конечно же, не копия. Это работает пока не как Inside Face, работает это не как Pulit, новая модель. В общем-то, это немножко попроще, но тем не менее схожесть у нас есть. Если мы хотели получить именно какое-то похожее лицо вот на Хэлли Берри, мы получили, потому что до этого лицо было абсолютно другое. В то же время и одежда тоже сохранила схожесть с референсом, к которому сюда загружали. Вот так вот это работает. И давайте теперь пойдем дальше, и теперь перейдем на вкладку InPaint or OutPaint. Закинем сюда вот такое вот изображение, и, например, мы на вот этом изображении хотим поменять именно одежду. И на одежду вот с этого референса, то есть взять ее вот отсюда. И что нам нужно сделать? Мы выделяем вот эту вот одежду, или точнее то место, куда эта одежда вообще физически может поместиться. Мы выделяем весь этот силуэт вместе со штанами. Если мы зажмем Ctrl и покрутим колесико мыши, то мы можем выбрать размер кисти, чтобы более удобно выделить. Я сначала выделяю именно контур, а потом прохожусь именно по внутренней части того, что выделил. Вот такое вот выделение. И теперь давайте перейдем в Image Prompt, отсюда удалим вот это вот изображение с лицом и оставим только референс с одеждой. И здесь у нас выбран Ctrl-Net Image Prompt. Промпт нам, конечно же, нужно подкорректировать, и я напишу вот так вот: красная куртка и бирюзовые штаны. Давайте теперь перейдем на Styles, я отключу все лишние стили, чтобы нам ничто не мешало. То есть сейчас у меня работает только одна подсказка. У нас есть InPaint, у нас выделен вот этот вот участок, вот эта зона, где мы хотим заменить одежду. И в качестве одежды мы применяем Ctrl-Net и выбираем Ctrl-Net Image Prompt. Но если мы сейчас нажмем Generate, то у нас ничего не получится. Почему? Потому что у нас одновременно InPaint и Image Prompt не работает. Как сделать, чтобы это все работало? Переходим в настройки Advanced, переходим в настройки Develop Debug Mode, это настройки для разработчиков, переходим здесь на вкладку Control, и здесь у нас есть вот такая вот галочка Mixing Image Prompt and InPaint.
Включаем вот эту вот галочку, и вот в этом случае у нас будет работать одновременно и Image Prompt, и InPaint. Теперь нажимаем Generate и смотрим, что у нас получится. И вот такая вот генерация у нас получилась. Одежда действительно взялась именно вот с этого референса. Это очень похоже. Давайте посмотрим на исходное изображение. Вот такое вот исходное изображение было, вот такое вот изображение получилось. И давайте теперь попробуем заменить фон на этом изображении. Все-таки у нас здесь куртка. Давайте попробуем заменить его на какой-то зимний пейзаж. И каким образом мы можем поступить? По идее, мы можем перейти в InPaint и вот также теперь выделить вот этот фон вместо того, чтобы выделять именно персонажа. И в этом случае все равно вот этот shape, который у нас есть на бэкграунде, он все равно будет использоваться, и у нас будет какое-то изменение с учетом вот этого шейпа. Но в дефокусе мы всегда можем удалить фон. Давайте перенесем это изображение на рабочий стол временно, откроем RamBG, сюда перенесем вот это изображение, нажмем Remove Background. Фон у нас удалился, и давайте теперь перейдем на вкладку InPaint or OutPaint, и вот сюда вот просто перенесем вот это вот изображение. Давайте возьмем и выделим весь фон, который у нас есть на этом изображении. Можно немножко захватывать основного персонажа, и в общем-то это не столь важно, то есть он перегенерируется достаточно точно в любом случае. Размер кисти здесь уже можно увеличить, чтобы было более удобно выделять фон, потому что площадь достаточно большая. Ну и все, фон я выделил. Давайте теперь вот отсюда я весь промпт удалю, он нам не нужен. Давайте теперь перейдем ниже и выберем метод Modify Content. И здесь же у нас указано, что Change Background, то есть мы можем изменить фон. Снизу у нас есть вот такое поле, мы здесь можем указать, какой фон мы хотим видеть. Но также мы можем промпт написать и вот здесь. Пишем зимний пейзаж, нажимаем Generate, но перед тем, как нажать Generate, давайте вспомним, что мы все-таки включали вот эту вот галочку Mixing Image Prompt and InPaint. И, соответственно, у нас вот здесь вот стоит вот такое вот изображение одежды. Оно нам не нужно. И смотрите, и вы можете его отключить. Но если вы захотите вернуться и с этой одеждой еще что-нибудь погенерировать, и вот с этими настройками, то вам придется выставлять все заново. Соответственно, вы можете просто перейти опять же в настройки Advanced и здесь снять вот эту вот галочку Mixing Image Prompt and InPaint. И вот этот вот Ctrl-Net уже силу своей иметь не будет в InPaint. Соответственно, здесь вы настройки можете все полностью оставить. А также вы можете еще перейти в настройки Styles и здесь выбрать, допустим, какие-то стили, чтобы изображение было более качественным, более интересным. Нажимаем Generate и получаем вот такое вот изображение. Если вы захотите что-то детализировать или улучшить лицо, улучшить одежду, то вы всегда можете перейти опять же на вкладку InPaint и выделить нужные участки и их перегенерировать. Если вы захотите заменить лицо, то вы знаете, как это сделать. Но чем же Focus все-таки привлекает многих пользователей? Focus привлекает тем, что очень простой интерфейс, и если вы только начинающий, то в этом интерфейсе гораздо проще разобраться, чем в автоматике. И не нужно заморачиваться, каких-то кучи настроек выставлять. То есть вы, например, в InPaint выделяете нужную вам область и выбираете то, что вы хотите сделать. Здесь есть 3 предложенных опции, всего лишь 3. Вы можете поменять фон, вы можете детализировать лицо, глаза, можете расширить фон влево-вправо, вверх-вниз. И, в общем-то, это очень просто по сравнению с автоматикой. В автоматике, чтобы то же самое сделать, там нужно кучу настроек настроить. Здесь же гораздо проще. И для начинающего пользователя это, конечно же, очень здорово и очень легко. Но в автоматике, конечно же, функционал все-таки больше. Здесь очень большой набор стилей, и вы всегда можете навести на любой из этих стилей и сразу посмотреть, к чему этот стиль приведет ваше изображение. Еще одним важным параметром здесь есть именно Ctrl-Net, который уже установлен. Вам не надо скачивать эти модели. Все модели скачиваются самостоятельно, автоматически. То есть вы просто устанавливаете этот веб-интерфейс, просто нажимаете Generate, у вас скачиваются модели, все, что вы здесь выбирали, то есть все это само скачивается. Это, конечно же, все очень удобно и все это качественно настроено. Учитывая вот эти вот дополнения, то, что у нас теперь появился и перевод промпта, это вообще очень классно и удобно. И очень важно то, что начинают появляться дополнительные расширения. Видите, как они появляются? То есть у нас появляются дополнительные вкладки. И вот эта вот тенденция с появлением вот этих вот вкладок и вот этих вот расширений именно вот в этом вот виде, оно очень здорово может расширить функционал фокуса. Честно говоря, мне это очень понравилось, и вообще вот эта идея расширения вот этого функционала с помощью вот этих вкладок, она очень классная. Ну и вы скажете, и все, только вот этим привлекает интерес начинающего пользователя Focus. Нет, на самом деле не только этим. Большинство пользователей, которые только начинают генерировать, у них получается очень качественное изображение. Это, конечно же, очень их здорово подстегивает именно в использовании фокуса. Почему так происходит? Дело в том, что вот эти вот стили, это, обычные, в принципе, стили, а вот те стили, которые помечены как фокус, это не просто стили. Это специальные модели GPT-2.
Что такое модель GPT-2? Эта модель позволяет дописывать ваш промпт. Смотрите, я сейчас отключу InPaint Image, то есть отключу все вот эти возможности, оставлю только Advanced и оставлю вот этот вот функционал. Смотрите, я выбираю вот эти вот стили, помеченные как фокус, это стили GPT-2, пишу вот такой вот прям простой промпт, женщина в модной футболке с логотипом, нажимаю Generate и получаю сразу же вот такое вот крутое изображение. Это изображение еще можно проапскейлить, его можно еще доработать в InPaint, учитывая все вот эти вот особенности фокуса. В InPaint работать вообще очень просто. Можно использовать еще вот эти дополнительные стили, и это очень гибко и быстро. Если для какой-то обложки мне нужно расширить вот это изображение, я просто перехожу в InPaint or Outpaint, закидываю сюда вот это изображение, сейчас выделение я просто отсюда уберу, выбираю режим InPaint or Outpaint, выбираю влево-вправо, удаляю вообще весь промпт отсюда, вот так вот, и нажимаю Generate. И получаю уже вот такое вот изображение расширенное. Это все очень быстро происходит. Также хочу заметить, что потребление видеопамяти при работе с SDXL моделями будет здесь пониженное, чем в обычном автоматике. Но вот если у вас Forge, то, соответственно, там тоже примерно такое же потребление видеопамяти будет. Это касается пользователей, которые работают с 8 гигабайтами видеопамяти, а может быть даже и ниже. Ну и давайте перейдем в автоматик, и здесь я вам тоже покажу, как можно использовать GPT-2 для генерации промптов. Переходим на вкладку Extensions, переходим в Available, Load From нажимаем, в поиске вводим Prompt Gen, и находим вот такое вот расширение. Называется оно Prompt Gen. Нажимаем Install, дожидаемся, пока оно будет установлено. Переходим в Install, нажимаем Apply and Restart UI. После этого у вас должна появиться вот такая вкладка Prompt Gen. Переходим на вот эту вкладку и вот сюда вот пишем какой-нибудь промпт. Здесь я напишу такой же промпт, который мы писали только что в дефокусе. Женщина в модной футболке с логотипом. Вот здесь мы выбираем модель, с помощью которой у нас будет генерироваться промпт. Нажимаем Generate и получаем 10 вариантов промпта. И что мы можем сделать с этими промптами? Мы можем нажать отправить в Text to Image или отправить в Image to Image. Давайте отправим в Text to Image. Все настройки, которые здесь есть, я оставлю по умолчанию, за исключением размера изображения 1024 на 1024. Давайте я выберу 24 шага генерации и добавлю какой-нибудь негативный промпт, вот такой вот, нажму Generate и получаем вот такое вот изображение в автоматике. Вот эта вот часть промпта, она была дописана. Давайте ее удалим, посмотрим, что будет без вот этой части промпта. И с удаленной вот этой вот частью промпта, которую нам сгенерировал Prompt Gen, мы уже получаем вот такое более простое изображение. Друзья, ну и для тех, кто любит ConfUI, у меня для вас тоже будет очень классная схема с использованием GPT-2. Вот такой вот кастомный нод. Здесь вы также прописываете простой промпт, как мы написали и в дефокусе. Но здесь у нас есть ссылка на определенную модель, и эта модель у нас будет дополнять промпт, и по факту у нас будет уже вот такой вот промпт. Вот это вот у нас начальный промпт, все остальное у нас дописалось. Обратите внимание, как токены правильно составились, то есть здесь именно вот прям через запятую все аккуратненько сложено, все как нужно. И по факту получается вот такое вот красивое изображение. Это изображение детальное, оно в тему того, что мы изначально написали. Вот в этом вот кастомном ноде, который вы найдете в моей схеме, здесь есть вот такое вот поле. Казалось бы, это просто какая-то запись, но нет. Это у нас как раз-таки ссылка на модель, которая будет использоваться для генерации GPT. И вот в отличие от дефокуса, в отличие от автоматики, здесь мы можем еще выбирать вот эти модели. Мы можем перейти по вот этому вот адресу. Ссылка будет опять же прям в моей схеме вот здесь. Переходим по вот этому адресу, и у нас есть набор вот из таких вот моделей. Мы можем вот так вот прям скопировать вот эту вот запись. Правой клавишей нажимаем копировать. Не копировать как ссылку, а именно просто копировать. Переходим обратно в нашу схему. Вот сюда вот по вот этому полю нажимаем, правой клавишей щелкаем, нажимаем вставить. Нажимаем ОК. И мы вставляем ссылку на вот эту модель. Нажимаем QPrompt. Эта модель начинает скачиваться, но у меня она уже скачалась. И, соответственно, мы получаем уже результат промпта вот с этой модели. Но вот с этой моделью уже промпт не такой хороший, как с предыдущей моделью, поэтому я вам оставлю здесь уже в этой схеме хорошую модель, чтобы у вас промпт генерировался качественный. Видите, еще раз нажимаю QPrompt, и опять же изображение получается хорошее, промпт действительно дописывается правильный и качественный. И причем этот промпт формата L, то есть он будет работать и с моделью 1.5 тоже неплохо. Что вам нужно будет сделать, чтобы воспользоваться вот этой вот схемой? Вы переходите на Boosty, там скачиваете вот эту вот схему, закидываете эту схему вот так вот прям перетаскиваете в рабочее пространство. Дальше переходите в менеджер. Если вы не знаете, как поставить менеджер, посмотрите прям любое предыдущее видео в Boosty, и там есть полная информация, как установить ConfUI и установить менеджер. Я сейчас не буду повторяться, потому что видео и так уже очень большое. Заходите в менеджер и выбираете Install Missing Custom Nodes. Переходите, и у вас будет список кастомных нод, которые нужно будет установить, чтобы вот эта схема заработала. Самое основное, что вам нужно будет поставить, это GPT-2. Чтобы вот этот кастомный нод заработал, вам, соответственно, тоже нужно будет поставить еще один кастомный нод.
Pythagons, но на самом деле он вам не нужен. Это чисто, чтобы посмотреть, что там генерирует вот эта модель. Вы его можете просто вот так вот нажать, удалить и все, и пользоваться без этого кастомного нода. То есть достаточно будет установить именно только GPT-2. Все, что в схеме помечено зеленым цветом, это относится к положительному промпту. Все, что помечено красным, это негативный промпт. А розовым помечено именно размер изображения. Если вам нужен 1024, ставите здесь 1024. Если вы используете модель SD 1.5, то пишите здесь 768 на 768 и генерируйте в том размере, который любит модель SD 1.5. Друзья, еще раз скажу, если вам интересно все, о чем я говорю, но вы не разбираетесь в нейросетях и хотите узнать больше, то переходите на наш сайт stablediff.ru. Там вы можете приобрести последовательный системный курс по автоматике 4 единицы. Там много теории, много практики, и вы действительно сможете познакомиться с генерацией вот таких вот классных изображений и с гибким управлением вот этих вот генераций. Ссылка на сайт stablediff.ru будет в описании под этим видео. Обязательно переходите, всех жду на курсе. Друзья, также вас хочу пригласить в наш большой чат вот с такой вот собачкой. И здесь очень много интересной, полезной информации, а самое главное, здесь все разделено на вот такие вот полезные комнаты, Forge, например, AMD, там Mac, видеогенерация, просто различные генерации, где вы можете поделиться своими генерациями, посмотреть, что другие люди генерируют. Есть генерации вдали, есть технические вопросы, есть заметки от меня как администратора. Так что переходите, вливайтесь в наше большое комьюнити, здесь очень интересно, вы здесь точно не заскучаете. Ну а также, если вам нужно больше разрозненных видео по Stable Diffusion, то переходите на мой Boosty, там у меня много различных видео. И самое главное, что я к этим видео там всегда прилагаю полную инструкцию по установке, также прилагаю свои схемы на Conf.ui и, в общем-то, ссылки на все модели, которые вам понадобятся для установки, и прям все по шагам. Ну а на этом, друзья, спасибо за просмотр, спасибо, что поддерживаете меня, это для меня очень важно. До встречи в следующих уроках, всем удачи, всем пока.